Это орхидея из серии «Не было печали», и я ее решила спасти. И теперь у меня появилась, в кавычках, головная боль. Добрый день, друзья! Вы всегда просите показать после обзора в Леруа Мерлен, какую же орхидею я приобрела. Ссылку на поставку цветов в Леруа Мерлен я оставлю в правом верхнем углу экрана. Поставка была 3 мая. Сегодня 4, и я сразу вам хочу показать эту красавицу. К сожалению, я не знаю ее название, но она очень похожа на мою орхидею принцессу. Мне кажется, что они какие-то родственники. Пусть пока будет принцессой номер 2. Очень красивая орхидея, но это орхидея из серии «Не было печали», и я ее решила спасти. И теперь у меня появилась, в кавычках, головная боль. Поставка была интересная, действительно. Было много красивых, знакомых и незнакомых орхидей. Но так как у меня огромное количество цветов, но даже в любой поставке я нахожу такую орхидею, которой у меня действительно нет. Были подписчики, были знакомые, с которыми мы очень часто встречаемся на обзорах. Все полюбовались этой орхидеей. Она действительно хороша. Но я стараюсь не покупать то, что у меня уже есть, и стараюсь, чтобы те люди, которые приехали для того, чтобы купить орхидею, купили то, что им интересно. Никогда ни у кого не забираю орхидеи. И эту орхидею посмотрели все. Но никто не решился ее купить. Но это и понятно. И вот когда все разошлись, я решила для себя, что теперь я буду покупать не великолепные орхидеи с великолепными корнями, цветущие, а именно проблемные орхидеи. И вот эта орхидея, наверное, была самая проблемная из всех, которые были в поставке. Но то, что она красавица, я не буду повторяться. А вот то, что у нее не видно ни одного корня в горшке. Но это было бы не самое страшное, потому что между пазухой листьев есть корень. Он не растущий, но он есть. И еще один корень от шеи. Правда, он перестал расти, но хотя бы что-то из корней есть. А вот то, что у нее еще и цветоносы с точки роста, и орхидея, видно, что она очень молоденькая. Вот видите, сколько сразу проблем. Ни корней, ни точки роста. Получится что-нибудь из этой орхидеи или нет? Ну что может получиться? Конечно, детка. Большой вопрос. Но я ее забрала. Я попробую. А вдруг получится? Как я сейчас ей буду наращивать корни? Для начала сделаю все обработки, которые я обычно провожу. То есть протираю листья
любым калийным мылом. Вот меня часто спрашивают, а каким мылом протереть? Любым. Главное, чтобы это было мыло для цветов, а не тем, которым мы моем руки. Пол чайной ложки на 100 мл воды, ватный диск и протираем все листики. Не только листики, цветонос. Если держатель для цветоноса, бывает такое, что на нем растет плесень, его тоже нужно промыть. Ну, желательно, если есть плесень, то отдельным ватным диском. Ни в коем случае потом не протирать этим же ватным диском листики растения. Я думаю, что она не распустит ни одного бутона. И даже вот этот цветок, он начал увядать. Грунт сухой. Поливать орхидею на данный момент буду по краю горшка. И за этой орхидеей нужно внимательно наблюдать. На данный момент еще каких-то обработок я делать не буду. Посмотрю, как орхидея будет себя чувствовать. Я попыталась немного отобрать грунт от шеи, увидеть, есть ли там внутри в посадке какие-нибудь корни. Увидела всего один корень, вот сейчас я вам его покажу. Он находится рядом с торфяным стаканом. Живой он или нет, я дальше не буду трогать орхидею, чтобы рассмотреть этот корень. Но что-то там есть. Вы знаете, бывает так интересно. Вот вроде нет ни одного корня. Начинаю поливать орхидею по краю горшка. И вдруг замечаю, что к краю горшка прорастает какой-то молодой корень. Бывает такое. Есть же корни, которые находятся в невидимой для нас части горшка. Ведь орхидея очень молодая. Это не говорит о том, что у нее должно быть море корней, которые мы видим. Может быть, они есть внутри, мы их не видим просто-напросто. Но разбирать орхидею я не буду ни в коем случае, потому что если там нет корней, то для орхидеи это будет смерти подобно, потому что цветонос из точки роста. Она не будет расти. Если и будет растить корни, это будет замечательно. И еще хочу ответить на один вопрос. Конечно, мы покупаем орхидеи, они находятся в больших прозрачных пакетах. И зимой или в прохладное время года, когда мы приносим такую орхидею домой, нужно дать ей постоять в этом пакете для того, чтобы температура в квартире и температура в самом пакете выровнялись. Даже сейчас, казалось бы, теплое время года, когда я купила эту орхидею и принесла ее домой, я тоже не снимала пакет, но всего 2 часа. Я прямо через пакет пощупала листья, и они были холодные. Везут орхидеи все равно в прохладных машинах. Но летом хватает 2 часов для того, чтобы температура выровнялась. Поэтому не держите летом долго орхидею в пакете. Еще же есть жаркие регионы. В пакете ей будет очень жарко. 2 часа снимаем пакет, осматриваем орхидею, приводим ее в порядок и ставим на карантин. Кстати, сегодня, когда я посмотрела, она у меня стояла на отдельном столе, там есть освещение, я заметила маленького паучка, живущего на орхидее. Только поднесла руку, а он от меня убежал. Хотела вам показать, но не получилось. Паучков, вот действительно пауков, я с орхидей не убираю, потому что пауки, они плотоядные. То есть, если есть какие-то вредители на орхидее, то паучок с ними справится. Ну что, попытаемся спасти орхидею. Да даже не спасти, а получить от нее детку. Но уж очень красивая орхидея. Хочется дать ей вторую жизнь. Хотя бы в виде детки. А получится это или нет, как всегда, время покажет.
До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Помогал сегодня Юлечка. Ну, Юлечка никогда не мешает.